Друзья мои, искала я сейчас в интернете информацию, искала исследования там для одного своего обучения и наткнулась на очень интересную статью о том, какой же должна быть идеальная жена по мнению интернета. Я поразилась, и я хочу рассказать вам, да, что интересно я нашла. Какой же должна быть идеальная жена, это фантастика. Я увидела неравенство. В интернете мне вышло по такому запросу очень много материала с четкой структурой и предписанием. Идеальная жена должна уметь готовить, должна там, не знаю, улыбаться, печь пироги мужу и прочие списки. Очень много информации, структурированной, красиво поданной про то, какой должна быть идеальная жена. Я решила снять вам видео на эту тему, прокомментировать как психолог, как я отношусь к этим статьям и что там правда, а что неправда. Я расскажу сейчас это, но потом я подумала, зная уже, как пишут комментарии люди, вы зрители, потому что я всегда общаюсь видео под комментариями, под видео в комментариях, и у меня уже есть некоторые элемент предугадывания. Я уже могу гадать на кофейной гуще о том, какие комментарии обязательно прилетят к какой информации. 100% кто-то бы написал из мужчин: вы феминистка, вот вы, значит, с юмором разобрали о том, какой должна быть идеальная жена, и вы не рассказали о том, каким же должен быть идеальный муж. Думаю, не, надо заранее уже, предугадав такие обвинения, не обделить мужчин вниманием и снять видео о том, каким же должен быть идеальный муж, по мнению интернета и по моему мнению, с чем я согласна, а с чем нет. Такой профессиональный разбор. И вы знаете, какое правда неравноправие в интернете? Информации о том, каким должен быть идеальный муж, очень мало. С одной стороны, это хорошо, меньше неверной информации там написано. С другой стороны, встает вопрос. Получается, что жена должна быть какой-то идеальной, подходящей под желание мужа, мужчины, а мужчина нет? Что за такое неравноправие? Давайте разберемся. Я психолог, клинический психолог, эксперт по отношениям, EMDR, терапию провожу своим клиентам, провожу семейную терапию. Наталья Корнеева. Здесь будет мое экспертное мнение о заявленной теме, поэтому подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались, ставьте лайк, если эта тема вам интересна, и поехали разбирать. Итак, как только в Google мы вводим с вами запрос «Как быть хорошей женой», Google выдает сразу такой красивый структурированный список. Это говорит о том, что этот запрос, эту статью часто читают, поэтому Google выводит не просто, как обычно, синенькое название и пару строчек. Он выводит сразу много информации на экран в начале. Соответственно, мы с вами можем сделать вывод, что эта тема активно просматривается. Значит, женщины часто пишут запрос, интересуются, как быть хорошей женой. Дальше распутываем клубок. Значит, женщины считают, что если она будет какой-то хорошей, какой-то определенной, то отношения ее изменятся. Как только я ввела дальше аналогичный запрос «Как быть хорошим мужем», вот такая вот структурированная табличка мне не вышла. И статьи вышли в малом количестве. Это говорит о том, что мужчины такой запрос вбивают редко, женщины, видимо, тоже. Значит, как-то вот мужчины у нас не интересуются тем, как быть хорошим мужем. Несправедливость. Но пока про жену, дальше про мужа будем. Я открываю эту статью, которая видна на экране, и кратко хочу прокомментировать, что есть верное, истинное заявление, что неверное. Значит, интернет нам рекомендует женщинам научиться вкусно готовить и поддерживать порядок в доме. Традиционно за этим следит жена. Вы знаете, жена не обязана это уметь делать. Конечно, это здорово, если женщина это умеет, но это не обязательно. И если женщина не будет этого делать, а наймет вместо себя
помощницу по хозяйству, которая это сделает за нее, или в семье это будет делать муж, а она, например, ходить на работу, она не станет от этого плохой женой. Дальше. Контролировать семейный бюджет. Вот тут мне мужчины напишут, что это несправедливо. На самом деле совершенно не важно, кто контролирует семейный бюджет, муж или жена. Люди договариваются сами об этом, по сути, по своим возможностям. Кто зарабатывает часто, тот и контролирует. Кто больше зарабатывает, тот больше контролирует, возможно. И вообще лучше же, чтобы в семье контролировал тот, кто лучше умеет это делать. Есть люди, которые все деньги спускают на ветер, есть люди, которые умеют хорошо откладывать, хорошо систематизировать затраты. И вот лучше, чтобы это делал тот, кто умеет, независимо от гендера, независимо, мужчина это или женщина. Следующее, вообще шикандос, не пытаться быть умнее мужа. И вот тут я поняла, что эти все советы по принципу домостроя. Жена, не высовывайся, будь на втором плане. Конечно же, бред, совершенно бред полнейший. Вообще не должно быть сравнения, кто умнее. И если женщина в чем-то не согласна с мужчиной, она имеет право заявить свое мнение. И если она не будет его заявлять, то наоборот их отношения будут, по сути, портиться, потому что они будут неравные. Не критиковать и не делать замечаний. Согласна с тем, что в неверной форме критиковать и делать замечания не нужно. Не только жене, но и мужу. Очень важно научиться делать замечания и критиковать в мягкой, правильной форме. Об этом я буду рассказывать на своем курсе, на который совершенно скоро вы сможете совершенно бесплатно попасть. Следите за обновлениями на моем канале, подписывайтесь, потому что совсем скоро в своих видео я начну рассказывать и предлагать вам записаться на эту бесплатную программу. Следующее. Учитывать его увлечения, привычки. Да, вот здесь я согласна, что учитывать, то есть не пытаться ему препятствовать заниматься тем, чем он хочет, быть открытой к тому, чтобы поговорить с ним об этом. Не обязательно их разделять, но учитывать, вот здесь это очень красиво и верно написано. Так что информацию в интернете надо фильтровать, но не надо говорить, что все здесь неправильно. Видите, нашли очень ценную вещь вместе с вами сейчас. Хвалить и баловать мужа, ну прям как ребеночка маленького. Вот эти слова хвалить и баловать, это прям конкретно включает такой материнский инстинкт. Ой, ты моя лялечка маленькая, похвалю тебя да побалую. И дальше пометка. Это обязательное правило. Обязательное правило. В душе, читаю, мужчина всегда остается ребенком, независимо от возраста. Все. Нет, не слушайте дальше эти статьи. Неправда. Мы все в душе остаемся отчасти детьми. И женщины, и мужчины тоже. Мы абсолютно равны в этом. У каждого человека есть детская частичка внутри. И если вы будете постоянно контактировать с детской частью вашего мужа, он и будет еще больше проявляться к вам ребенком. Если вы будете контактировать больше со взрослой его частью, но когда ему нужна помощь, и он попадает в своего внутреннего травмированного ребенка, вы сможете быть просто близким, надежным человеком рядом. Вот где секрет гармоничных отношений. Но если вы будете сами стимулировать общение с его детской частью, вы получите мужа, ребенка. Оно вам надо? Знаете, чем это закончится? Трагично. Вы потом не будете его хотеть. У вас не будет возникать к нему сексуального желания. Поэтому статьи из интернета нужно прям фильтровать. Давайте я остановлюсь, потому что здесь дальше много еще, а мне не хочется снимать очень долгое видео. Я хочу, чтобы оно было емким и интересным. И открываю дальше вот статью про мужчин. Нигде такой структуры красивой, выделенной я не нашла, хотя про женщин много таких классно оформленных статей, но, как видим с вами, с неправильной информацией. Поэтому я нашла одну статью, которая мне показалась более-менее структурной. Я сейчас коротко зачитаю, что главное качество мужчины – это надежность.
Да, главное качество партнера — надежность. Правда, если нам партнер наш не кажется надежным, то у нас тогда не будет с ним сформировано доверие и безопасность в отношениях. А это самое главное — доверие и безопасность. На фундамент доверия и безопасности, как стены у дома, настраиваются уже другие параметры отношений. Но в этой статье что неправильно? Это пишут про мужчину. Хочу заметить, что и про женщину тоже. То есть я не говорю, что я не согласна со статьей. Просто здесь надо бы расширить и сказать, что у женщины тоже. Хотя я в своих видео тоже часто обращаюсь к женщинам, рассказываю им про мужчин то, что одинаковое про женщин тоже, потому что мой зритель, я знаю, что в основном женщина. Может быть, здесь статья тоже просто для женщин написана. Поэтому я не критикую, да. Ну вот такое маленькое замечание. Второй пункт. Хороший муж умеет слушать. Вот тут я полностью согласна. Вы знаете, я часто это упоминать буду тоже в своем курсе. Каждой женщине нужно научить своего мужчину правилу. Пожалуйста, слушай меня 15 минут в день. Если говорят в шутку, что обязанность женщины — это заниматься сексом со своим мужем, я с этим не согласна, что это обязанность. Сексом нельзя заниматься без желания, это будет насилием самого себя. Эту тему можно развивать, то есть нужно бы хотеть своего мужа, но не идти через силу в это, а решать проблему, почему не хочу. Опять-таки понаблюдайте, может быть, ребенка в нем видите и разговариваете часто с его внутренним ребенком. Но если уж идти через эту шутку, то тогда в шутку можно отвечать, что а вот правило, обязанность мужа каждого — слушать свою жену минимум 15 минут в день. И слушать правильно, уметь слушать. Слушать, не давая советов, слушать, не давая оценки. Поэтому вот тут я очень согласна. Хороший муж умеет слушать. Слушать свою жену верным образом — это ключ к сердцу женщины. Идем дальше. Искренность и честность. Совершенно согласна, но это тоже и для женщины одинаково. Искренность и честность рождают доверие. Доверие в отношениях — это фундамент. Следующее. Муж — глава семьи. Ну, камон. Вот такая была хорошая статья. Зачем вы испортили ее этой вставкой? Муж — глава семьи — это домострой. Я за равные отношения. Я считаю, что то самое настоящее счастье, баланс и гармония, которого хотят все люди, они возможны только в отношениях равных, где нет главы, где партнеры. Поэтому вот тут я не согласна. Следующее умение отстаивать свое мнение. Мне не очень понятно оглавление этого абзаца, поэтому я немножко зачитаю, да. Правильно высказывать свое мнение, уметь за него постоять. Еще одно качество хорошего мужа. Если вы хотите, чтобы муж при возникновении даже малейших разногласий не приходил в ярость и не повышал голос, понаблюдайте, как умеет спорить избранник, за которого хотите выйти замуж. Интересная закономерность, но очень сложная. Конечно, не хочется, чтобы муж приходил в ярость при спорах. Конечно же, нужно уметь грамотно конфликтовать, про это тоже будет в моем курсе. Но как это связано с отстаиванием мнения? Я не очень понимаю. Напишите, вы понимаете, что имел в виду автор этой статьи? И дальше, последнее, как итог. Какой он хороший муж, идеальный муж? Вся ответственность на мужчине. Не понимаю. Идеальный муж никогда не обвинит в своих проблемах любимую. Это вообще здоровый, психологически, эмоционально зрелый человек никогда не будет обвинять в своих проблемах партнера. Мои проблемы. Хороший муж всегда всю вину и ответственность возьмет на себя. Поэтому присмотритесь, как ведет себя избранник, когда у него в жизни наступает полоса невезения. В общем, советы интересные, но как-то очень мало про это. И с одной стороны, это хорошо, значит, меньше ложной информации. С другой стороны, почему же так много требований от женщины? Женщины, милые мои хорошие, что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментарии. Этот ролик, он такой более развлекательный. Это видео более развлекательное. Мне просто очень захотелось поднять эту тему,
потому что я правда хочу услышать ваше мнение. Поделитесь им. Ставьте лайк, если вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Это канал про отношения. Здесь очень много экспертных, полезных видео. И если хотите попасть на мой бесплатный курс, который вот-вот скоро выйдет, мы уже загружаем его на платформу, на которой он будет, то, пожалуйста, оставайтесь на этом канале, ставьте колокольчик, нажимайте, чтобы видеть, какие видео новые выйдут, где я буду вас туда приглашать. До встречи в следующих видео. Пока-пока.